Я начинаю эту серию здесь, в Берлине, на мемориале Розенштрассе. Он воздвигнут в память об участниках демонстраций против отправки евреев в концлагеря. В основном это были женщины, чьих мужей в скором будущем ожидала печальная участь попасть в руки гестапо. В это сложно поверить, но эта демонстрация прошла в феврале 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, когда уничтожение узников лагерей шло полным ходом. А еще сложнее поверить, что демонстрация на Розенштрассе достигла своих целей. Правительство было вынуждено издать приказ об освобождении почти 2000 берлинских евреев. Сегодня нам предстоит разговор о том, что происходило в предвоенное десятилетие, как и почему Германия, потерпевшая поражение в Первой мировой, вдруг превратилась в вооруженного до зубов монстра и стала нападать на соседние страны. Человеческая история знает самые разные, в том числе совершенно ужасающие режимы. Мир видел любые виды деспотов, людоедов в прямом и переносном смысле, садистов, безумцев. Путь развития человечества просто усеян деструктивными режимами, приносившими массу горя. Но тоталитарные системы, государства, построенные не на традиции, не на харизме лидера, а на идеологии, на глобальной идее переустройства мира, возникли именно в начале 20 века. Причем возникли почти одновременно, сразу во многих местах. Почему же так вышло? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое появилось в начале века, чего раньше не было, и без чего тоталитарное государство не могло бы существовать. А появились средства массовой информации в современном значении этого слова. Да, разумеется, история СМИ начинается еще в античные времена. Еще в Древнем Риме существовали общедоступные новостные сводки, которые вывешивали на уличных дощечках. Газета в современном виде появилась еще в начале 17 века. Любые политические режимы прошлого успешно занимались пропагандой, донося единственно верную точку зрения до подданных любыми доступными способами, включая песни и театральные постановки. Но до 20 века буква «М» в аббревиатуре СМИ, в общем-то, не отражает реальность. Средства информации не такие уж и массовые. Да, газетный бизнес всюду процветает уже давненько. Постоянно появляются новые издания и растут тиражи. Но для того, чтобы стать читателем газеты, должно случиться 3 обстоятельства. Вы должны быть грамотны, у вас должно быть свободное время и деньги на что-то помимо еды. А главное, у вас должна быть потребность это что-то потреблять, интерес к общественно-политической жизни. Тоталитарный режим тем временем не может жить без тотальной и централизованной пропаганды. Без пропаганды с нулевым порогом входа, которая не требует от потребителя никаких усилий. Не годится для тоталитарного режима такая пропаганда, на которую нужно оформлять подписку за деньги, покупать ее в газетном киоске, для которой нужно учиться читать. Тотальная пропаганда должна идти к потребителю сама, и без посредников, и помимо его воли. От режима не должно быть возможности сбежать, он должен прийти в каждый дом. Главное изобретение начала века, позволившее возникнуть феномену тоталитаризма, это, безусловно, радио. Радио, как в будущем и телевидение, не нуждается ни в какой активности со стороны потребителя. Потребитель теперь не читатель, он теперь слушатель. Слушателю этому даже не обязательно покупать дорогую новинку себе домой, где вполне может не быть электричества. Ретрансляторы можно разместить на столбы, поставить в общественных зданиях, на кухнях общежитий и в бараках. Впервые государство смогло общаться с народом напрямую. Впервые люди в целой стране одновременно слышали голоса вождей и ведущих пропагандистов. Появление и стремительное распространение радиовещания в 20-х и 30-х годах не просто так четко совпадает с появлением и укреплением тоталитарных моделей в СССР, Германии, Италии. Без него они бы просто не смогли стать теми, кем стали. Не смогли бы в такой степени распространить свою идеологию. Это вновь история о том, что технологический прогресс сам по себе не делает общество лучше. Все зависит лишь от того, в руках какого режима этот прогресс оказался. То же самое распространение радиовещания позволило демократическим обществам обеспечить гораздо большую вовлеченность граждан в политический процесс,
ведь теперь упал образовательный и имущественный ценз на получение информации. Но оно же позволило десятки миллионов людей одновременно заражать самыми деструктивными и самыми людоедскими идеологиями. Экономика межвоенного периода очень четко делится на два этапа. 20-е годы – время очень быстрого роста и развития, впечатляющего послевоенного восстановления. 30-е – время жесточайшего кризиса. Нигде этот контраст не виден так хорошо, как в Соединенных Штатах. 20-е годы – это время, когда новый век по-настоящему родился. Все те сферы, которые сложат его облик, начиная с автомобилестроения и заканчивая кинематографом, вышли из положения каких-то единичных феноменов и стали настоящими индустриями. Соединенные Штаты остаются единственной большой промышленно развитой страной, которая не пострадала от войны. Ее стремительно наполняет инициативная, образованная и работоспособная рабочая сила, бегущая от бесконечных войн и революций в Европе. 20-е годы в США – это как если бы 90-е и нулевые годы в России стали одним целым. Это время рождения той самой американской мечты, когда растет все на свете, целые отрасли возникают из ниоткуда, а состояния рождаются из воздуха. Собирательный образ героя эпохи Джей Гэтсби Скотта Фицджеральда. Ветеран Первой мировой, вернувшийся в Штаты без цента за душой, буквально за 3 года разбогател настолько, что купил себе роскошный особняк на Лонг-Айленде. Это время, когда новориши, моментально разбогатевшие люди, становятся не единичными и счастливыми исключениями, а целым социальным классом. Когда индустриальные города США, та самая депрессивная ныне глубинка, склонная голосовать за консерваторов, переживает свой золотой век. Очень похожее время настает и для СССР. Гражданская война заканчивается. Политику военного коммунизма сменяет НЭП, новая экономическая политика. И экономика буквально за 2 года уже к 1923-му рывком возвращается к довоенному тренду роста и даже превышает его. Новые деньги, в советском случае это НЭПманы, дельцы новой экономики, которые на руинах, буквально на пепелище, разоренной войной и революцией страны, точно так же богатеют на глазах. Временно для советской страны снимается ужас повального голода, временно ослабевает давление на деревню. Пусть в очень усеченном и очень кривом виде, но в советскую систему приходит рыночная экономика. Приходит и сразу взлетает. Конец 10-х и начало 20-х годов для Германии – очень тяжелое время. Одна из самых развитых до войны стран буквально разорена и опустошена в мировой войне. Царят гиперинфляция, бартер. Страна находится под тяжелейшими репарациями, цифры безработицы и голода бьют все рекорды. Именно на этот период приходится первый взлет популярности реваншистских настроений. Но ко второй половине десятилетия процессы восстановительного роста на фоне индустриальных успехов дотягиваются и до Германии тоже. После череды реформ инфляцию удается привести к норме. Безработица падает, создаются новые предприятия и растут доходы. С некоторым опозданием, но Германия входит в тот же тренд, в котором находится весь развитый мир. Она возвращается к довоенной норме и превосходит ее. Популярность реваншистских настроений постепенно падает, а нацисты, будущие руководители Германии, все ближе к статусу откровенных политических маргиналов. Конец 20-х и начало 30-х все меняет. В 1929 году ревущие 20-е в США сменяет Великая депрессия, эхо которой почти моментально долетает до Европы. Всюду царит кризис перепроизводства, предприятия закрываются, взрывным образом растет безработица. Все те настроения, которые, казалось, были похоронены на фоне нового вызова, вновь реставрируются. Радикальные политические силы в Европе, а в первую очередь в проигравшей войну Германии, вновь набирают силу. Советский Союз, страна, казалось бы, в значительной степени изолированная от мировой экономики и происходящих в ней процессов, по собственным причинам проходит тот же путь. К концу 20-х годов Иосиф Сталин, формально занимавший довольно незначительный пост генерального секретаря коммунистической партии, то есть фактически всего лишь главы аппарата, в сложной бюрократической борьбе становится единоличным лидером. Экономическая политика радикально меняется. На смену НЭПу приходит централизованное планирование. В 1928 году принимается первый 5-летний план. Измерять свою экономику пятилетками СССР продолжит до конца строя. Для двух главных игроков будущей мировой войны 30-е годы – это время прямой и явной подготовки к этой войне.
Экономика сталинского СССР и гитлеровской Германии целиком построена на централизованной индустриализации, на ускоренном строительстве промышленных предприятий. И цель этого только одна – производство оружия и техники для войны. А вот подходы к этой цели были разными. Сталинская индустриализация была до предела примитивна. У крестьян подчистую, до массового голода, переходящего в людоедство, с применением массовых репрессий, изымалось зерно. Зерно продавалось за валюту, на которую покупалось все, что было необходимо для индустрии. Станки, технологии, а часто целые заводы вместе с инженерами, которые должны были их строить. Гитлер, укрепившись во власти к 1933 году, преследуя те же цели, пошел совершенно иным путем. Не путем централизованного планирования и повальной национализации, а путем строительства олигархического капитализма, создавая неразрывную связь между крупной промышленностью и собственным режимом. Правительство Гитлера начало поддерживать промышленность и делать огромные инвестиции в государственный сектор, в первую очередь в строительство инфраструктуры. Эти меры позволили достичь сразу нескольких целей: победить безработицу, создать реальную базу общественной поддержки нового режима и построить реальный промышленный фундамент для будущей войны. К концу 30-х годов экономическая реальность выглядит так. США и демократические страны Европы, Франция и Великобритания продолжают пребывать в самом продолжительном кризисе 20 века, балансировать между падением и стагнацией. В то же самое время СССР и Германия стремительно милитаризируют свои экономики и выстраивают государственные системы, где вся экономика и вся общественная жизнь зациклены на политическом режиме. Мы находимся в Мюнхене, возле пивной Hofbräuhaus. Немцы очень любят пиво, и пивные рестораны – важная местная достопримечательность. Особенно вот этот. Построили его в 17 веке как придворную пивную для баварских герцогов, а 200 лет спустя открыли для свободного посещения. Здесь бывали Вольфганг Амадей Моцарт, Владимир Ильич Ленин с супругой и многие другие знаменитости. Ну а наибольшую популярность пивная Hofbräuhaus приобрела в связи с именем другого политика, начинавшего здесь свою карьеру. Для того, чтобы понять, как и почему началась Вторая мировая война, нам нужно познакомиться с человеком, который стал главным виновником убийства десятков миллионов человек. Человеком, сама фамилия которого стала синонимом зла – Адольфом Гитлером. В 1919 году 30-летний ефрейтор Адольф Гитлер, герой Первой мировой войны, дважды награжденный Железным крестом, перенесший на фронте ранения и отравление газом, вернулся сюда, в Мюнхен. Как и многим другим ветеранам, ему было трудно вписаться в мирную жизнь. У Гитлера не было гражданской профессии, образования и денег. Зато была обида и злоба на предателей, нанесших, как он считал, удар в спину непобежденной на полях войны германской армии. В Баварии в 1919 году было неспокойно. В апреле на короткий срок появилась и тут же сгинула Баварская Советская Республика. Адольф Гитлер, который все еще оставался военнослужащим, формально стал красногвардейцем и даже был депутатом Совета от своего батальона. Согласно канонической биографии, Гитлер с коммунистами не сотрудничал, а просто наблюдал за событиями и заботился о собственной безопасности. Сам он рассказывал, что красногвардейцы однажды даже попытались его арестовать, но испугались карабина в его руках. Впрочем, некоторые исследователи ставят это все под сомнение и утверждают, что будущий фюрер был самым настоящим активистом Баварской Советской Республики. Как бы то ни было, левые идеи Гитлера, если и занимали, то очень недолго. Он стал убежденным националистом. Летом 1919 года, после поражения Баварской Советской Республики, командование направило его на курсы подготовки агитаторов. Такие агитаторы должны были вести разъяснительную работу среди солдат и настраивать их против коммунистических идей. В этой работе Гитлер нашел свое призвание. Он выступал с яркими речами и легко завладевал вниманием слушателей. Карьера быстро шла в гору. Гитлера назначили офицером по просвещению, а фактически тайным осведомителем от армии и давали важные поручения. Одним из таких поручений в сентябре 1919 года стало задание посетить встречу членов немецкой рабочей партии, сокращенно ДАП.
Безобидное вроде бы задание пошпионить за ДАП оказалось роковым для человечества. Будущий фюрер решил демобилизоваться из армии и посвятить себя политической деятельности. В то время подобные партии с названиями типа «Железный кулак» и «Стальной шлем» возникали словно грибы после дождя. В них состояли, как правило, ветераны Первой мировой с националистическими взглядами, желавшие возрождения Великой Германии и видевшие повсюду заговор, мешающий этому возрождению. ДАП возникла в начале 1919 года. Ее основателем был слесарь Антон Дрекслер. Дрекслер увлекался оккультными идеями общества Туле, откуда его партия почерпнула идеологические установки о превосходстве арийской расы. Свастика, которая была символом общества, в измененном виде появится потом на флаге Третьего рейха. Взгляды Дрекслера и его партии оказались очень близки к Гитлеру. Довольно быстро харизматичный оратор Гитлер затмил фигуру основателя партии Дрекслера. 24 февраля 1920 года вот в этой пивной Хофбройхаус Гитлер, уже фактически лидер партии, хотя пока и неформальный, огласил программу под названием «25 пунктов». В этом документе можно найти все, что уже очень скоро ждет мир. Требования объединить всех немцев в Великой Германии, заявление о необходимости расширения жизненного пространства, рассуждение о дискриминации евреев, которых нужно, по мнению Гитлера, лишить немецкого гражданства. В тот же день партия получила новое название – НСДАП – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Гитлер возглавил ее летом 1921 года, победив во внутрипартийной борьбе Антона Дрекслера. Дрекслер, хотя и сохранил за собой пост почетного председателя, после этого из политики ушел и умер в Мюнхене в 1942 году. Когда Гитлер впервые пришел на заседание ДАП, партия насчитывала около 40 человек, и вся целиком помещалась за парой длинных столов в пивной. Будущий фюрер приложил все усилия, чтобы превратить этот кружок по интересам в настоящую политическую силу. Он уговорил объединиться с НСДАП руководителя Социалистической партии Германии Юлиуса Штрайхера, впоследствии одного из главных идеологов Третьего рейха, главного редактора газеты «Штурмовик». Другим важным событием в деле партстроительства стало создание штурмовых отрядов СА. Руководил ими Эрнст Рём, бывший фронтовик. В послевоенной Германии вообще был переизбыток молодых мужчин, прошедших через войну и не сумевших устроиться в мирной жизни. Многие из них нашли себя в составе штурмовиков. СА обеспечивали безопасность нацистских митингов и собраний, а для личной охраны Гитлера в составе СА была создана отдельная служба, которая затем стала самостоятельной организацией и получила название СС. Члены СС носили отличительный знак с черепом и костями, что символизировало готовность защищать Гитлера даже ценой собственной жизни. Уже после прихода к власти Гитлер устроит ночь длинных ножей и расправится с руководством СА. А вот СС станут важнейшей частью партийной и государственной структуры Рейха. Военная дисциплина, к которой большинство членов НСДАП привыкли еще в годы службы в армии, способствовала росту беспрекословного авторитета Гитлера, превращавшегося в единоличного тоталитарного руководителя партии. Именно в это время его начинают называть вождем, то есть фюрером, если по-немецки. НСДАП стремительно набирала популярность. Гитлер выступал на митингах с речами о том, что поражение Германии произошло из-за того, что в нем виноваты предатели, то есть евреи и коммунисты. Он говорил, что нищету немцев можно устранить только с помощью оружия, требовал отмены несправедливого Версальского мира. И это было то, что и хотели услышать люди, искавшие объяснение экономическому коллапсу Веймарской республики, как называлась Германия в то время. Гитлеру удалось привлечь на свою сторону многих крупных и средних промышленников, которые видели в его идеях спасение от коммунистической угрозы. Это помогло решить проблемы с финансированием. В январе 1923 года состоялся первый съезд НСДАП. В тот день 5000 штурмовиков Рёма промаршировали по Мюнхену, показывая, что в Баварии появилась новая политическая сила, с которой придется считаться. Осенью того же года Гитлер попытался организовать государственный переворот. Штурмовики оцепили пивную Бюргер-Бройкеллер, где выступали руководители правительства Баварии. Начался так называемый пивной путч. Гитлер объявил, что правительство низложено, и провозгласил марш на Берлин.
Но нацисты дошли лишь до одной из центральных площадей Мюнхена, где по ним открыли огонь полицейские. В тот день в перестрелке погибли 16 членов НСДАП и 4 полицейских. Сам Гитлер чуть не был убит. Защищая его от пуль, ранение получил будущий шеф Люфтваффе Герман Геринг, который после этого пользовался практически неограниченным доверием фюрера. После подавления путча партия была запрещена, а ее руководство арестовано. Оказался на скамье подсудимых и сам Гитлер, который использовал процесс над собой как способ пропаганды своих идей. Его приговорили к 5 годам заключения за государственную измену. В тюрьме Гитлер написал большую часть своей книги, главной книги «Майн кампф», в переводе «Моя борьба», где изложил свою идеологическую платформу. Выйдя из тюрьмы, Гитлер с новыми силами принялся за восстановление НСДАП и вскоре вывел ее на новый уровень. Он выступал с популистскими речами и, как обычно, предлагал простые решения, вроде поиска врагов, которыми были, конечно же, евреи и коммунисты. Тяжелый экономический кризис, эхо американской Великой депрессии, охвативший Европу, превращает маргинальную в общегерманских масштабах партию в серьезную политическую силу. На парламентских выборах в 1930 году НСДАП набирает 19% голосов, что дает ей 107 мандатов в Рейхстаге. Вскоре Гитлер, отказавшийся после выхода из тюрьмы от австрийского гражданства, получил немецкий паспорт и вступил в политическую борьбу уже в личном качестве. На президентских выборах в 1932 году он занимает 2-е место, уступив лишь действующему главе государства, национальному герою Германии Паулю фон Гинденбургу. В том же году ближайший соратник Гитлера Герман Геринг стал председателем Рейхстага. Численность нацистской партии, когда-то умещавшейся в одной мюнхенской пивной, превысила в начале 30-х годов 10 миллионов человек. Пользуясь своей популярностью, Гитлер потребовал от Гинденбурга назначить себя канцлером, то есть главой правительства. 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером Германии. В этот момент должность рейхсканцлера была скорее технической, и даже при наличии крупной фракции НСДАП в парламенте Германии Гитлер был ограничен в своих действиях. Серьезную силу представляли оппозиционные нацистам левые партии, в частности коммунисты. 27 февраля 1933 года произошел пожар в Рейхстаге. Современные исследователи считают, что это было делом рук психически неуравновешенного голландца Ван дер Люббе, который действовал в одиночку. Ван дер Люббе был коммунистом, и нацисты использовали пожар как повод для атаки на Компартию, обвинив ее в организации поджога. Что было неправдой. В таких условиях в марте 1933 года прошли выборы в Рейхстаг. Те самые, которые породили живущий до сих пор миф о приходе Гитлера к власти демократическим путем. На самом деле, уже после пожара в Рейхстаге на несвободных и контролируемых выборах при обилии нацистов на ключевых государственных постах НСДАП сумела получить лишь 44% голосов, не большинство. В конце марта был принят указ о чрезвычайных полномочиях, отменивший права и свободы граждан. Это ключевой акт, способствовавший появлению Третьего Рейха. По сути, он вводил бессрочный режим чрезвычайного положения и разрешал неограниченные репрессии против граждан, включая даже членов парламента. После смерти президента Гинденбурга в 1934 году его полномочия были переданы канцлеру. Гитлер объединил в своем лице права и обязанности 2 высших руководителей государства, получив должность фюрера Германии. Буквально за несколько месяцев он сосредоточил в своих руках неограниченную диктаторскую власть. Власть, которую использовал для развязывания мировой войны. Гитлер не пришел к власти демократическим путем. Он захватил власть, используя легальные инструменты, но полностью извратив их суть. Другой вопрос, что какого-то организованного сопротивления установление диктатуры не встретило. Во многом этому способствовали 100-тысячные отряды штурмовиков, наводившие ужас на противников режима. Ну и, с другой стороны, популистские речи Гитлера, пропитанные реваншизмом и требованием восстановить Великую Германию, легли на хорошо подготовленную почву. Многие оказались готовы променять политические права и свободы на мнимое величие, что в итоге и привело страну к катастрофе. Важнейшей частью нацистской идеологии была ее символика. Все эти отсылки к античности, к культу физической красоты и силы составляли часть фундамента режима.
Другой частью были массовые шествия и собрания, которые подчеркивали единство нации и ее беззаветную любовь к фюреру. Ну а по-настоящему Гитлер развернулся уже после прихода к власти. В 1934 году он поставил придворному архитектору Альберту Шпееру задачу создать площадку для проведения съездов нацистской партии. Тот выбрал вот это вот место на юго-восточной окраине Нюрнберга и развернул громадную стройку. У этой стройки был максимальный приоритет, но завершить ее до начала войны удалось лишь частично, малую часть из задуманного. Не был достроен огромный дворец съездов, напоминающий Римский Колизей, не был завершен 2-километровый главный проспект, на котором должны были проходить парады вермахта. Предполагалось, что завершаться парады будут на гигантском плацу под названием Мерцфельд, но его тоже достроить не успели. Как и немецкий стадион, который по замыслу Шпеера должен был стать самым большим спортивным сооружением в мире, вмещающим 400 тысяч человек. Единственная крупная постройка, которую успели создать полностью, это так называемое поле Цепелина. Это поле, окруженное трибунами. Центральная трибуна, откуда выступал фюрер, была построена по мотивам Пергамского алтаря, одного из самых больших языческих храмов античной Европы. Вы точно видели знаменитые кадры, на которых американцы в конце апреля 1945 года взрывают гигантскую свастику. Так вот, эта свастика была как раз вот здесь, на этой самой трибуне. После войны это сооружение, кстати, использовалось вполне по назначению, как место для проведения массовых мероприятий. Правда, не собраний нацистов, а рок-концертов. В Нюрнберге с 1933 по 1938 год состоялись 6 съездов НСДАП. Каждый из них был срежиссирован как огромный спектакль со световым шоу, музыкальным сопровождением, торжественным зажиганием огня в чаше, словно во время Олимпийских игр. Появление Гитлера перед переполненными трибунами и выстроенными на поле шеренгами военных выглядело как появление божества. Адольф Гитлер пришел к власти под главным лозунгом «Сбросить оковы позорного Версальского мира». И первые годы он буквально шел от победы к победе, с каждым шагом завоевывая авторитет и любовь немцев. Одним из первых своих решений на посту канцлера он отменил выплаты репараций за поражение в войне. С германской экономикой в послевоенный период все было так плохо, что эти выплаты неоднократно останавливались по естественным причинам, просто заканчивались деньги. Суммарно Германия к этому моменту успела выплатить 51 миллиард марок, примерно 1/5 часть от первоначальной суммы. И вот Гитлер эту практику закончил. Следующим шагом Гитлера стал выход из строящейся системы коллективной безопасности. Германия прекратила работу в Женевской конференции по разоружению, а также вышла из Лиги наций. В первой серии цикла я рассказывал подробно о Лиге наций и о том, почему ей не удалось стать работающим механизмом предотвращения новой мировой войны. Она не была объединением всех стран мира, как сейчас ООН. В Лиге наций вполне можно было не состоять, и это никак не сказывалось на экономическом положении страны, на желании других государств с ней торговать и поддерживать отношения. К тому же главную роль в Лиге наций играли Франция и Англия, соперники Германии по Первой мировой. Для решения вопроса о выходе из Лиги наций в ноябре 1933 года в Германии состоялся референдум. 95% пришедших на участки поддержали предложение выйти из организации. По сути, после ухода Германии, будущего агрессора и основного виновника Второй мировой войны, Лига наций потеряла всякий смысл. Наконец, пришло время собирать земли, потерянные по итогам Первой мировой. Это было то, чего ожидало все немецкое общество. Первым трофеем для Гитлера стал Саар. Этот регион расположен на левом берегу реки Рейн. Он очень давно стал камнем преткновения между Германией и Францией. Несколько раз он переходил из рук в руки, а после Первой мировой стал квази-независимым государством, протекторатом под управлением Лиги наций. Окончательно решить судьбу Саара должны были его жители на референдуме через 15 лет после создания протектората. На выбор им предлагалось 3 варианта – войти в состав Франции, войти в состав Германии или сохранить статус-кво. Голосование было назначено на 13 января 1935 года. Референдум в Сааре стал первым звездным часом Йозефа Геббельса, который через сеть подконтрольных нацистам организаций развернул активную пропаганду за воссоединение с Рейхом. В итоге 90% избирателей в Сааре проголосовали за возвращение в Германию. Можно сказать, подумаешь, Саар – какой-то там небольшой регион на западе Германии.
Но, во-первых, это 800 тысяч жителей, а во-вторых, это очень важный угольный бассейн. Но главное даже не это. Саарский референдум воодушевил все германское общество. Немецкие СМИ громогласно заявили, что это первый шаг на пути восстановления Германии в прежних границах. Уже через 2 недели после референдума фюрер издал указ о возвращении всеобщей воинской повинности и создании вооруженных сил – вермахта. Это было прямым нарушением Версальского договора, который разрешал Германии иметь только небольшие силы самообороны. Следующим шагом стала оккупация Рейнской демилитаризованной зоны в марте 1936 года. Она была создана по итогам Первой мировой войны и должна была защищать Францию от новых посягательств со стороны Германии. Гитлер, придя к власти, почти сразу заявил, что намерен снова занять Рейнскую зону. Какое-то время это оставалось просто словами. У Германии просто не было возможности это сделать. Затем фюрер, почувствовав, что ситуация складывается в его пользу, решил действовать. 7 марта 1936 года к Рейну были переброшены 19 батальонов вермахта. Однако лишь 3 из них перешли на левый берег, и в случае ответного вторжения французской армии им было предписано отступать обратно, не оказывая сопротивления. Но французские войска, стоявшие на границе, не стали развязывать конфликт, и немцы в течение 2 суток заняли всю демилитаризованную зону. Один из самых известных гитлеровских военачальников, Гудериан, вспоминал впоследствии, что если бы французы тогда вмешались, то режим Гитлера неизбежно бы рухнул. Настолько слаба еще была германская армия. Мир воспринял этот шаг Гитлера крайне спокойно. А нацистская Германия получила в свое распоряжение очень важный регион, как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения географического расположения. Бывшая Рейнская демилитаризованная зона в 1940 году станет плацдармом для нападения на Францию. На этой территории будет создана укрепленная линия Зигфрида. Саар и Рейнская зона – важные шаги на пути создания Рейха. Это были исторические германские земли, потерянные по итогам Первой мировой. Но вскоре возвращение потерянных территорий Гитлеру станет мало. Потребовалось захватывать новые государства. Первым из них стала Австрия. Очень важная лично для фюрера страна, в которой он родился и вырос. В программной книге Гитлера «Mein Kampf» присоединение, или по-немецки «Anschluss», Австрии рассматривалось как одна из первоочередных задач. Однако это было не так-то просто. Объединение Германии и Австрии, 2 бывших союзников по Первой мировой, разрушало весь послевоенный расклад сил в Европе. Было логично ожидать, что Англии и Франции такой шаг не понравится, и они уничтожат гитлеровский режим, который по состоянию на середину 30-х годов не был в состоянии оказать сколь-либо существенное сопротивление. Более того, безопасность Австрии была гарантирована договором, который подписали Англия, Франция и Италия в апреле 1935 года, обеспокоенные присоединением Саара и созданием вермахта. Но коалиция из великих держав не помешала Гитлеру. Вверх в Англии и Франции взяли сторонники политики умиротворения. Разговор, который еще у нас впереди с вами. Но руки фюрера в отношении Австрии оказались развязаны. С самого момента прихода к власти фюрер поощрял создание в Австрии структур своей партии НСДАП и отрядов СС. На территории Германии был сформирован австрийский легион, который готовился к вооруженному противостоянию законным властям соседней страны. В самой Австрии к власти в 1932 году пришел Энгельберт Дольфус. Он склонялся к союзу с Муссолини и запретил на территории своей республики деятельность нацистов. Также он стал фюрером с неограниченными полномочиями. Режим Дольфуса историки называют австрофашизмом. 25 июля 1934 года австрийские нацисты-эсэсовцы организовали путч и смертельно ранили Дольфуса. Дело чуть не дошло до военного противостояния Италии и Германии. Но Гитлер отказался от вторжения и позволил подавить восстание, казнить и отправить в тюрьмы его зачинщиков. Новым австрийским фюрером стал заместитель Дольфуса Курт Шушник. По мере усиления нацистской Германии усиливалось и давление на Австрию. В 1936 году Вена подписала с Берлином нечто вроде договора о союзном государстве. Австрия признавала себя частью германской государственности, а Гитлер обещал не посягать на ее суверенитет. Взамен он добился от Шушнига прекращения репрессий против австрийских нацистов, что позволило им проникнуть во все ключевые ведомства. В 1938 году один из видных деятелей нацистской партии, Артур Зейс Инкварт,
даже стал министром внутренних дел и безопасности Австрии. Шушник, пытаясь взять ситуацию под контроль, объявил на 13 марта 1938 года референдум о сохранении независимости Австрии. Узнав об этом, Гитлер предъявил ультиматум: отмена референдума и отставка Шушнига или ввод войск. Австрийский канцлер пытался найти помощь у Англии и Франции, но тем было не до него. Шушнигу ничего не оставалось, кроме как уйти со своего поста. Новым канцлером стал нацист Зейс Инкварт. Он сразу же попросил Гитлера ввести в Австрию войска. В ночь с 11 на 12 марта 1938 года вермахт вошел на территорию Австрийской республики. Австрийская армия не оказала никакого сопротивления. Утром 12 марта в Вену прибыл Гитлер, по дороге заехав еще и в города своей юности – Браунау и Линц. Выступая с балкона вот этого вот здания, замка Хофбург, бывшей резиденции Габсбургов, он с восторгом говорил, что завершил главную миссию своей жизни. В следующие дни Зейс Инкварт и Гитлер подписали документы о вхождении Австрии в состав Германии. Отныне страна называется Остмарк. Зейс Инкварт, кстати, останется наместником Остмарка вплоть до конца войны. Ну а 10 апреля, через месяц после ввода войск, состоялся-таки референдум. Вот так вот выглядел бюллетень для голосования. Там написано: согласен ли ты с произошедшим 13 марта 1938 года воссоединением Австрии и Германии, и голосуешь ли ты за список нашего лидера Адольфа Гитлера? Огромное поле для голосования «да» и маленькое «нет» в стороне. Довольно сложно в такой ситуации проголосовать против. По официальным результатам за аншлюз проголосовало больше 99% избирателей. Аншлюз Австрии был очень важной вехой. Австрия – это почти 7 миллионов жителей и 6 дивизий для вермахта. Это стратегический плацдарм для дальнейшего расширения Рейха. Ну и, наконец, это был очередной шаг на пути восстановления Великой Германской империи во главе с непобедимым Гитлером, для которого нет преград. Именно так это событие было воспринято всеми. Англия, Франция, США признали аншлюз законным. Из великих держав присоединение Австрии к Германии никогда не признавал лишь СССР. Мюнхен – очень важный для Гитлера город. Сюда он переехал незадолго до Первой мировой войны. Сюда же вернулся после ее окончания. Именно в Мюнхене он начал политическую карьеру и нашел свою партию. В 30-е годы в Мюнхене построили правительственную резиденцию для Гитлера – Фюрербау. Конечно, основные политические события происходили в Берлине, столице Рейха. Но и Мюнхену довелось войти в предвоенную историю вместе вот с этим зданием, где в 1938 году были подписаны печально известные Мюнхенские соглашения. Все то время, что Гитлер шел от успеха к успеху, сбрасывая оковы Версаля и возвращая Германию к довоенным границам, западные державы-победители Первой мировой войны словно пребывали в анабиозе. Они не только не сделали ничего, чтобы помешать нацистам, но и наоборот, как будто подталкивали фюрера к следующим шагам. За 2 дня до референдума в Сааре, который стал первым воодушевляющим успехом нацистов, премьер-министр Франции Пьер Лаваль заявил о полной незаинтересованности его страны в результатах голосования. Вместе с геббельсовской пропагандой это сильно повлияло на итоги плебисцита. Саарский референдум, выход Германии из Лиги наций, введение всеобщей воинской повинности и создание вермахта – ничто из этого не заставило Англию и Францию задуматься о возможных последствиях. Наоборот, в июне 1935 года Великобритания без уведомления своих союзников заключает с нацистами морское соглашение, разрешая им создавать военный флот, включая подводные лодки. По соглашению тоннаж германского флота мог составлять 35% от британского. По факту Третий Рейх мог теперь по тоннажу сравниться с Италией и Францией, странами-победительницами Первой мировой войны. Такое странное поведение великих европейских держав получило название политики умиротворения. Неспособность понять сущность нацистского режима и память об ужасах Первой мировой и нежелание новых конфликтов, чувство вины за навязанный Германии унизительный Версальский мир, экономический кризис 30-х годов – все это заставило британских и французских политиков идти на переговоры и рассчитывать на дипломатические, а не силовые инструменты решения проблемы. Гитлер же использовал такое поведение, чтобы делать все более и более решительные шаги,
на пути к своим целям, как бы проверяя европейские державы на прочность. И всякий раз он оказывался в выигрыше. Его популярность и авторитет в Германии взлетели до небес. Казалось, что для фюрера вообще не существует неразрешимых задач. Главным апологетом политики умиротворения стали британский премьер-министр Невилл Чемберлен и глава французского правительства Эдуард Даладье. Именно им предстояло сыграть главную роль в заключении Мюнхенских соглашений с Гитлером, которые мы также называем Мюнхенским сговором. Причиной для заключения этих соглашений стало желание фюрера расширить свой рейх за счет Чехословакии. Эта страна, в отличие от Саара, Рейнской области и даже Австрии, была достаточно серьезным противником для тогдашней Германии. Ее безопасность гарантировали Франция и Англия. Гитлер не решился сходу напасть на Чехословакию, продолжая раскачивать ситуацию с помощью подконтрольной нацистам партии судетских немцев. В северо-западных областях Чехословакии, получивших название Судетская область, со времен распада Австро-Венгрии проживало около 3 миллионов немцев. В апреле 1938 года лидер партии судетских немцев выдвинул чехословацкому правительству целый список требований, включая национальное самоуправление и предоставление полной свободы для нацистской пропаганды на всей территории Чехословакии. В мае нацисты организовали беспорядки и провокации в приграничных районах. Гитлер уже был готов ввести войска, но в последний момент остановился, испугавшись неизбежного столкновения с чехословацкой армией. В сентябре 1938 года судетский кризис разгорелся вновь под чутким руководством нацистов. К этому моменту фюрер убедился, что ни Франция, ни Англия помогать Праге не собираются. СССР был готов выступить в поддержку Чехословакии, но страны не имели общей границы, а Польша и Румыния пропускать Красную армию по своей территории отказались. Однако чехословацкая армия могла сама отразить удар немцев и самостоятельно. Против 39 дивизий вермахта Прага могла выставить 40 своих. И к тому же намеревалась использовать довольно мощные укрепления на своей западной границе для сдерживания гитлеровцев. Легкой прогулки совершенно для немцев не ожидалось, и победа в этом противостоянии была фюреру вовсе не гарантирована. Поэтому требовалось другое решение проблемы – дипломатическое. Гитлер давил на правительство западных стран, предъявляя ультиматум – уступки или большая европейская война. 26 сентября 1938 года фюрер, выступая по радио, кричал: «Чешское государство зародилось во лжи! Нет никакой чехословацкой нации! 3,5 миллиона немцев лишены права на самоопределение. Нам нужна Судетская область. Если через 5 дней, 1 октября, господин Бенеш ее не отдаст, мы возьмем ее сами. Бенеш должен сделать выбор: война или мир». Крик был услышан. 3 дня спустя здесь, в Фюрербау, в Мюнхене, начала работу конференция 4 держав – Германии, Италии, Франции и Англии. Задачей конференции было решить судьбу Судетской области Чехословакии. При этом саму Чехословакию к переговорам не допустили. Конференцию открыл фюрер. Он потребовал немедленной передачи Судет Рейху в интересах европейского мира. Муссолини, как представитель якобы незаинтересованной страны, дружелюбно предложил план урегулирования. На самом деле этот план был передан ему из Берлина. Даладье и Чемберлен согласились. План подразумевал, что Судетская область становится частью Германии. Кроме того, Чехословакии предписывалось 3-месячный срок урегулировать территориальные вопросы с Польшей и Венгрией. Делегация Чехословакии была поставлена перед фактом уже подписанного соглашения и оспорить его не могла. В ночь на 1 октября 1938 года вермахт приступил к оккупации Судет. Гитлеровцы заняли не только территории, отошедшие к Германии по Мюнхенскому соглашению, но и другие земли со смешанным населением. Чуть позже Польша забрала Тишинскую область, а Венгрия – южные районы Словакии и Закарпатскую Украину. Конечно, Гитлер не остановился на захвате Судетской области. В марте 1939 года он без единого выстрела оккупировал всю Чехословакию, создав здесь марионеточный протекторат Богемии и Моравии. Под контроль нацистов перешла также квазинезависимая Словацкая республика. Получив Чехословакию, Германия существенно усилила свою промышленную мощь. Заводы «Шкода» и многие другие предприятия теперь работали на вермахт, без устали производя танки, снаряды, автоматы и пулеметы. Все это через несколько лет будет ездить, стрелять и убивать людей по всей Европе, от Атлантического океана до Волги. А что самое поразительное, расчленение Чехословакии произошло с полного одобрения Англии и Франции, которым предстоит расплачиваться за это сотнями тысяч жизней. Какими бы благими намерениями не руководствовали западные лидеры, заключая Мюнхенское соглашение, и вся предшествующая политика умиротворения были их огромной ошибкой.
Они хотели избежать новой войны, но своими действиями сделали ее почти неизбежной. Мало кто понимал это в тот момент. Тогдашний британский премьер Чемберлен, вернувшись в Лондон, заявил: «Я привез мир нашему поколению». Это полностью соответствовало общественному настроению. Is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. Английские и французские избиратели не понимали, почему они должны снова рыть окопы и применять противогазы, если в какой-то далекой стране поссорились люди, о которых они даже ничего не знают. Единственным известным человеком, осудившим договор с Гитлером, был Уинстон Черчилль. Вот только кто его слушал? Черчилль к этому времени был изгоем, провалившимся на всех постах. По сути, он уже 10 лет как ушел из большой политики и рисовал пейзажи в своем загородном доме. Мало кому было интересно, что он говорит. Но очень скоро ход событий докажет правоту Черчилля. Мы снова возвращаемся в Берлин. Это Олимпийский стадион. Именно здесь проходили главные события Олимпиады 1936 года. Германия выиграла право на ее проведение еще до прихода нацистов к власти, но Гитлер использовал это мероприятие как великолепную возможность для пропаганды своих идей. Были построены величественные сооружения, впервые была устроена эстафета Олимпийского огня. Германия триумфально выиграла эту Олимпиаду, и нацистская пропаганда с радостью подняла эту победу на свои знамена, подчеркивая превосходство арийской расы над другими. Немного омрачил Гитлеру праздник лишь американский чернокожий бегун Джесси Оуэнс, завоевавший 4 золотых медали. В середине 30-х годов в западных странах, прежде всего в Соединенных Штатах, возникло движение за бойкот игр. Сторонники этой идеи утверждали, что нельзя ехать на соревнования в страну, где существуют расовые законы, и евреи официально объявлены людьми второго сорта. Но в итоге победила позиция «спорт вне политики», и сборные всех основных стран мира были на Олимпиаде 36 представлены, кроме СССР, который тогда вообще не участвовал ни в каких международных спортивных соревнованиях. В Германии на время игр смягчили немного законы, убрали с улиц антисемитские плакаты, и в итоге гости увидели лишь красивый фасад и остались вполне довольны. Кстати, в том же 1936 году в Германии прошла и зимняя Олимпиада. Успех двух этих мероприятий способствовал и успеху политики умиротворения. Мир не увидел ничего ужасного в новом руководстве Германии. Крах политики умиротворения стал очевиден лишь после Мюнхена и окончательной оккупации Чехии. Весной 1939 года Гитлер потребовал от Польши предоставить Данцигский коридор, потерянный Германией по итогам Первой мировой войны. Этот коридор обеспечивал связь между основной территорией страны и Восточной Пруссией. Польское правительство отказалось. С этого момента германское командование начало разработку плана военной операции против Польши. Той же весной Германия аннексировала Мемельскую область, принадлежавшую Литве. И вот тогда Великобритания и Франция наконец поняли, что нельзя идти на уступки агрессору в надежде, что он остановится. Обе страны заключили с Польшей договор и обещали гарантировать ее безопасность в случае нападения Германии. Итак, к весне 1939 года Версальская система окончательно рухнула. Нацистская Германия за счет политики умиротворения и бездействия западных держав смогла восстановить армию, флот и авиацию, бескровно вернуть Саар и Рейнскую область, а также присоединить Австрию и Чехословакию. Только после этого Англия и Франция осознали, что позволили появиться в самом центре Европы сильному врагу, который захватил многие богатые и промышленно развитые регионы. И к тому же заключил соглашение с Италией и обеспечил победу фашистов в Испании. В этих условиях началось сближение Германии с СССР. Обе страны преследовали свои интересы. Гитлер хотел на время сохранить спокойствие на восточной границе, чтобы сначала разделаться со старыми противниками Англии и Франции, а уже затем взяться за русских и обеспечение жизненного пространства на Востоке. Мотивы Сталина были чуть более сложными. Лучше бы понаблюдать за схваткой со стороны, а затем, когда Германия, Франция и Англия погрязнут в боях,
как было в Первую мировую, разжечь революционный пожар в Европе. Для этого существовал даже специальный орган – Коммунистический интернационал, Коминтерн. Такой международный конгресс компартий. Для достижения заветной цели можно было пойти на союз с кем угодно, в том числе и с Гитлером, который вообще-то всю свою политическую карьеру выстроил на борьбе с коммунистами. При этом расширение, собственно, СССР тоже было вполне первоочередной задачей. 1939 год – это уже совсем на 1919. Надежды на скорую мировую революцию растаяли, и приоритетом стало укрепление единственного в мире социалистического государства, включая присоединение к нему новых территорий. Получилось такое вот сложное сочетание марксистско-ленинистской идеологии и чисто сталинского империализма. Первым шагом к сближению стало увольнение в мае 1939 года с поста наркома иностранных дел, по-нашему министра, Максима Литвинова и назначение вместо него Вячеслава Молотова. Это был важный политический ход, а не просто замена одного чиновника другим. Во-первых, Литвинов последовательно отстаивал необходимость системы коллективной безопасности. Его отставка символизировала отказ СССР от этой стратегии и готовность к обсуждению сотрудничества с Гитлером. Во-вторых, Литвинов был евреем, что создавало для Сталина дополнительные сложности при взаимодействии с Германией. Вряд ли можно было представить себе нацистов, заключавших договор с евреем. Ну и, наконец, Молотов был председателем Совнаркома и ближайшим соратником Сталина, который мог правильно трактовать и транслировать мысли вождя. Его назначение демонстрировало, что Сталин намерен лично руководить внешней политикой СССР. С этого момента советская пропаганда прекратила очернение нацистов и Гитлера. Здесь нужно отметить, что Германия и Россия, ставшая сначала РСФСР, а затем Советским Союзом, начали сближаться еще в 20-х, задолго до прихода к власти Гитлера. В 1922 году РСФСР и Веймарская республика заключили Раппальский договор, восстановив дипломатические отношения. По условиям Версальского мира Германии запрещалось иметь авиацию и бронетанковые войска, и СССР пришел на помощь новому партнеру. Уже к 1925 году на московском авиазаводе в Филях по контракту с фирмой «Юнкерс» было построено 170 самолетов. Советские заводы наладили производство гранат и снарядов для немецкой армии. В 1928-м открылась танковая школа под Казанью. Выпускниками стали 30 немецких офицеров, в том числе будущие генералы вермахта, которые примут участие и в войне против СССР. В Липецке с 1925 года действовало авиационное училище, которое окончили многие высшие руководители Люфтваффе. В 1928 году в Саратовской области заработала секретная немецкая испытательная станция «Томка». В Томке испытывались методы применения отравляющих веществ в артиллерии и авиации. Эти объекты были секретными и создавались для обхода Версальских ограничений. СССР сам помогал Германии ковать меч, с которым потом ему пришлось сражаться. Но это было до прихода к власти нацистов. После того, как Гитлер захватил власть, отношения Германии и СССР ухудшились. Военное сотрудничество прекратилось. Школы в Казани и Липецке закрылись. В политическом смысле именно коммунисты были главным врагом национал-социалистов. Они претендовали на один и тот же электорат жителей рабочих окраин, и на противостоянии с коммунистами будущий фюрер строил всю свою агитацию. В СССР с идеологической точки зрения национал-социализм рассматривался как диктатура буржуазии, то есть считался классово чуждым. Да и исходя из здравого смысла, нацистская Германия представляла угрозу для СССР. Достаточно было прочитать книгу Гитлера «Майн кампф», чтобы увидеть там замыслы по продвижению на восток и созданию жизненного пространства для немцев. Тем не менее, развитие событий в Европе в конце 30-х годов заставило два тоталитарных режима сблизиться друг с другом. Снова возобновляются регулярные советско-германские контакты, как по дипломатической, так и по торговой линии. Параллельно с этим начинаются и переговоры с Англией и Францией. СССР, еще 15 лет назад находившийся в полной международной изоляции, теперь на расхват. Договориться о сотрудничестве с ним хотят все будущие противники по мировой войне. Молотов держал гитлеровцев в курсе хода переговоров с Англией и Францией, намекая, что ждет от германского правительства более интересного предложения. И такое предложение поступило. В начале августа 1939 года Германия сообщила, что готова на обсуждение раздела Польши и Прибалтики в случае заключения пакта о ненападении.
судьба Европы была решена. Очевидно, что с западными державами Сталин не мог обсуждать ничего подобного. Летом 1939 года в Москву прибывает французская и английская военные миссии, но они не имеют достаточных полномочий, и переговоры заканчиваются ничем. Всем уже понятно, что предложение Гитлера союзники перебить не смогут. 20 и 21 августа Гитлер и Сталин обменялись любезными телеграммами. Нацистский диктатор сообщил, что готов направить в СССР своего представителя для подписания договора. Советский вождь выразил готовность этого представителя принять. 23 августа в Москву прибыл министр иностранных дел нацистской Германии Иоахим фон Риббентроп. Он встретился с Молотовым и Сталиным, и ночью был подписан пакт о ненападении. В этом документе всего 7 коротких статей, и сам по себе он не представляет особой ценности. В 30-е годы подобные договоры заключали между собой многие страны, и это не мешало никому постоянно их нарушать. Главным документом, подписанным той ночью, был не сам пакт, а секретный протокол к нему. В соответствии с протоколом к сфере интересов СССР были отнесены Финляндия, Прибалтика, территории Восточной Польши, а также Бессарабия. После подписания в Кремле был организован банкет, на котором Сталин поднимал тост за здоровье Гитлера, а Риббентроп – за Сталина. Новые союзники отмечали заключение договора до 5 утра. Советский вождь в беседе с нацистским министром заверял, что СССР очень серьезно относится к пакту и намерен четко следовать ему. Когда начнется Вторая мировая война, события в Европе будут развиваться четко по секретным договоренностям между Сталиным и Гитлером. Вплоть до 22 июня 1941 года СССР и гитлеровская Германия будут оставаться верными партнерами. Прекрасно работали советско-нацистские экономические связи. Поставки советского сырья подпитывали Блицкриг против Франции. Топливом, полученным из бакинской нефти, заправлялись самолеты, бомбившие Лондон и Ковентри. Ежегодные объемы поставок исчислялись сотнями миллионов рейхсмарок и продолжались вплоть до нападения Гитлера на СССР. Из Германии поступало оборудование для заводов, чертежи и модели техники. Торговля была очень активной и шла буквально до последнего момента. Последний состав с зерном прошел через Брест на территорию Германии за 1,5 часа до начала Великой Отечественной войны. Частое оправдание заключения секретного протокола – необходимость отодвинуть границы на запад, чтобы лучше подготовиться к войне с Гитлером. Ну, даже если такое намерение у Сталина и было, то его реализация обернулась полным провалом. Советские войска ушли со старой, хорошо укрепленной границы на новую, которая не была готова к обороне. Сталин почему-то до последнего был уверен, что Гитлер будет соблюдать условия пакта о ненападении, хотя он уже нарушал аналогичные договоры ранее. Пакт Молотова-Риббентропа не был единственным соглашением между СССР и гитлеровской Германией. В сентябре 1939 года, после раздела Польши, Москва и Берлин подписали еще один договор о дружбе и границе, который зафиксировал успех польской кампании. К нему тоже есть секретный протокол. Сталин выменял с доплатой часть Польши на Литву. Кроме того, специальным пунктом оговаривалась судьба беженцев с территории бывшей Польши. Германия согласилась передать СССР русских, украинцев и белорусов. В ноябре 1940 года Молотов во главе большой делегации отправился в Берлин обсудить дальнейшее сотрудничество. Гитлер предложил Советскому Союзу ни много ни мало присоединиться к союзу Германии, Италии и Японии. По официальной версии, нарком с негодованием отверг такую возможность, ведь СССР не мог иметь ничего общего с нацистами. Но на самом деле Сталин серьезно размышлял над этим предложением, и в конце ноября через немецкого посла в Москве был передан ответ. Советский вождь в обмен на присоединение к странам оси потребовал от Гитлера разрешить ему до конца оккупировать Финляндию, присоединить Болгарию, установить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы в Турции, а также признать зоной советского влияния все Каспийское море. Ответа на это предложение не последовало. Гитлеру СССР уже был не нужен. Он уже захватил практически всю Европу и не сомневался в силе своих войск, а к возможностям Красной Армии относился скептически после ее столь неудачного похода в Финляндию. Равное партнерство со Сталиным фюрера больше не интересовало. В недрах германского генштаба уже полным ходом шла разработка плана «Барбаросса» по нападению на Советский Союз.
31 августа 1939 года здесь, в Польше, была хорошая летняя погода, как сегодня. Светило солнце, воздух днем прогревался до 23-25 градусов. Люди наслаждались последним днем лета и, сами того не зная, последним днем мирной жизни, всей прежней жизни нашей планеты. Уже завтра дым от взрывов и пожаров будет затмевать солнечный свет. Мир шел к этой войне много лет. Можно сказать, что ее начало было положено еще в том вагончике в Компьенском лесу, где Франция и Германия подписали перемирие в далеком 1918 году. А последние годы этот процесс шел особенно быстро. Гитлер, почувствовав свою безнаказанность, присоединял к своему рейху все новые и новые земли. Он создал огромную армию и построил мощную военную промышленность. В воздухе пахло войной. Но война всегда начинается внезапно. Еще вчера ты занимался своими делами, жил обычной жизнью, ходил на работу, в магазины и к друзьям в гости. Сегодня же на твой дом летят бомбы, а ты вместо делового костюма надеваешь военную форму и отправляешься на фронт, чтобы, возможно, уже никогда не вернуться. Человеческой психике очень сложно принять такую резкую перемену. И в этом плане за прошедшие с тех пор десятилетия ничего не изменилось. Нападение на Польшу Гитлер планировал несколько месяцев. Подготовка плана Вайс началась еще в апреле 1939 года, задолго до подписания пакта Молотова-Риббентропа. Но теперь, после заключения договора о ненападении со Сталиным, который обезопасил будущую восточную границу Рейха, все было готово к решительному броску. Однако для начала войны чаще всего нужен хотя бы формальный повод. И если противник, то есть Польша, такого повода не дает, значит, его нужно выдумать. Руководство операции, которая должна была создать казус белли, возложили на Рейнхарда Гейдриха, восходящую звезду нацистского режима, будущего руководителя Главного управления имперской безопасности. Сама операция получила название «Гиммлер» в честь покровителя Гейдриха, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. За несколько месяцев до вторжения германская пропагандистская машина всей своей мощью обрушилась на Польшу. Варшаву обвиняли в угнетении немцев и массовых нарушениях прав немецкоязычных граждан. Геббельсовская пресса создавала картину альтернативной реальности, в которой не Германия собирается напасть на Польшу, а наоборот Польша, подстрекаемая англичанами, вот-вот атакует миролюбивый рейх. 22 августа сам Гитлер, выступая перед своими генералами, говорит о том, что дальнейшее существование Польши невозможно, потому что создает угрозу для Германии и что пришел благоприятный момент для нападения. Но пропагандистской подготовки было недостаточно. Требовалась провокация, оправдывающая вторжение в Польшу и для собственного населения, и для Франции с Англией. Гейдрих разрабатывал 3 варианта такой провокации. Это были инсценировка нападения на германское лесничество и атака на таможенный пункт. Но главная роль отводилась инциденту с радиостанцией в германском городе Глейвице. Сегодня это польский Глевице. По плану, сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были захватить радиостанцию и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке. Слушателей должны были призвать к вооруженной борьбе против Германии. Исполнение этой операции поручили штурмбанфюреру СС Альфреду Нау-Йоксу. Он вместе с подчиненными прибыл в Глейвиц еще 10 августа, чтобы осмотреться и подготовиться. Затем он стал ждать телефонного звонка, чтобы услышать от своего командования кодовый сигнал к началу операции «Бабушка умерла». День X был назначен на 26 августа. Но за сутки до этого кто-то передал англичанам поддельный протокол той самой речи Гитлера перед генералами, добавив в него кровожадные заявления и ругательства в адрес английских и французских политиков, а также фразу о готовящейся провокации, которую на самом деле Гитлер не произносил. Этого оказалось достаточно, чтобы Великобритания заключила договор о взаимопомощи с Польшей, а младший партнер Гитлера, Муссолини, отказался поддерживать Германию в будущей войне. Так что дату операции пришлось перенести. Следующую попытку было решено провести 31 августа. В 16:00 Нау-Йокс услышал в телефонной трубке те самые слова «Бабушка умерла».
Он собрал свой отряд и отправился на штурм радиостанции. Персонал, разумеется, был не в курсе секретной спецоперации и принял все за настоящее нападение поляков. Переодетые эсэсовцы заперли служащих в подвале, а затем ворвались в студию и выкрикнули в эфир несколько фраз на польском, сопровождая это стрельбой для пущей убедительности. Уходя, они оставили возле входа в здание тело местного жителя Франтишека Хонюка, за день до операции попавшего в руки гестапо. Хонюка одели в польскую военную форму, а в карман положили документы. Ему вкололи наркотики, в полубессознательном состоянии привезли на радиостанцию и там застрелили. По сценарию этого чудовищного спектакля он был убит в перестрелке во время захвата радиостанции. Таким образом, Франтишека Хонюка, погибшего 31 августа 1939 года, можно считать первой жертвой Второй мировой войны. Кроме того, в лесу на окраине Глейвица были разложены еще несколько тел. Это были немецкие заключенные, также переодетые в польскую военную форму и убитые по тому же сценарию, что и Хонюк. Это позволило пропаганде рассказывать о бое, который якобы вели немецкие пограничники с польским отрядом диверсантов. Использование специально подготовленных тел для осуществления провокации дало второе название всей операции – операция «Консервы». Ранним утром 1 сентября вермахт вторгся в Польшу. Началась Вторая мировая война. Гитлер, выступая в тот день в Рейхстаге, заявил о многочисленных инцидентах на границе, в том числе крайне серьезных, имея в виду захват радиостанции этой. Поэтому, сказал фюрер, Германия вынуждена ответить. Гитлер старательно избегал в этой речи слова «война». Он сообщил, что его единственная цель – обеспечить мирное сосуществование Германии и Польши, избавить восточную границу Рейха от постоянной угрозы. Он заявил, что приказал ограничиться атаками только на военные цели и не применять оружие против мирных жителей. Разумеется, все это было ложью, как и нападение поляков на радиостанцию в Глейвице, о чем мы сейчас прекрасно знаем. Кстати, Альфред Нау-Йокс, главный исполнитель глейвицкой провокации, в конце войны попал в плен к американцам и выступал в качестве свидетеля обвинения на Нюрнбергском процессе. Он дал подробные показания и рассказал в деталях, как готовилось и осуществлялось это преступление. История дает отличный урок диктаторам. Все ваши гениальные задумки и секретные планы будут рано или поздно раскрыты. Все тайное станет явным. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder... Но было в той речи Гитлера в Рейхстаге 1 сентября и кое-что правдивое. Он заявил, что не снимет военную форму до тех пор, пока не будет одержана победа, ибо поражение он не переживет. Так оно и случится. Гитлер не доживет до капитуляции Германии, покончив с собой в берлинском бункере под постоянными артиллерийскими обстрелами Красной армии. Но до этого счастливого момента миру предстоит пройти еще огромный путь. Путь с десятками миллионов погибших, с разрушенными городами, уничтоженными человеческими судьбами. Путь, который начался здесь, в Польше, 1 сентября 1939 года.